Всем привет, друзья! Я нахожусь на берегу озера Выртсярв, откуда берет начало крупнейшая река Эстонии Эмajõgi. С этого самого места я и начинаю свое путешествие по реке. Изначально планировал пройти Эмajõgi от начала и до конца, вплоть до Чудского озера, откуда дойти до острова Пиирисар и закончить путешествие в порту Лааkssaare. На весь маршрут я отвел 5 дней пути. Но, как это обычно бывает, природа вносит свои коррективы в любые планы. Хотя об этом чуть позже. Сегодня планирую пройти в районе 30 километров. Ну и так каждый день, что как раз уложится в 4 ночевки. Сегодня жена высадила, а в воскресенье заберет. Некоторые меня спрашивают, вот зачем я это делаю, зачем решил плавать на каяке. Ну, посмотрите, какая красота. Природа, птички поют. Это настоящая жизнь. Что это такое? Бобер, что ли? Ух! Нашел место, где остановиться, переночевать. Вот, сейчас буду распаковываться и осваиваться на месте. Вот таким вот образом я устроился. Палаточка, стульчик, стол, ужин на нем, каяк, снаряга, река и куча комаров. На ужин у меня гречка и оленина, ну и чаечек с вафельками. В общем-то, это такой стандартный будет ужин у меня все эти дни. Так незаметно пролетел первый день путешествия. Замечательная погода и красивые пейзажи одухотворяли, и мне не терпелось узнать, что еще интересного и увлекательного ждет меня дальше. Хорошо. Так, ну что, уже готовлюсь ко сну. Сейчас 10 часов. Сегодня 32 километра за 6 часов проплыл. Солнце уже садится. Надеюсь, дикие звери меня тут не слушают. Буду отдыхать уже. Спокойной ночи. Доброе утро. Сейчас 5 часов утра. Состояние немножко помятое. Туман потихоньку рассеивается, солнышко встает, все выше. Завтрак готов. Кашка со сгущеночкой, чаечек, все как надо. О, хорошо. Немного еще поспал после завтрака. Так что сейчас 11 часов, называется, немножко. Вот, собрал вещи, готов дальше плыть. Ну, в общем-то, весь этот поход в спокойном режиме, в спокойном темпе. Никуда не хочу гнать. Экшена мне уже хватило в этом году. Вот, а сейчас хочется просто наслаждаться. Наслаждаться природой, наслаждаться отпуском. Впереди очередной прекрасный день. Их как раз я и слышал. Ночью и под утро. Быки. Время подходило к 4 часам дня,
и я с каждым грибком был все ближе к Тарту. Мне доводилось много раз бывать в этом городе, но пересекать его по воде предстояло впервые. Приближаюсь к Тарту, еще часика 3 по грибу, и где-то за Тарту заночую. Здесь лето ощущается прям полноценно. В Таллине как-то по-другому. Ну все, Тарту прошли. Оставив позади город, который, кстати, в следующем 2024 году будет культурной столицей Европы, я отправился дальше по течению реки в поисках места для ночлега. Отплыв чуть дальше от Тарту, я также заметил значительное увеличение потока водного транспорта. Интересно, я сегодня ночевать вообще остановлюсь. Так, вроде нашел. Будем устраиваться. Дорогой рыболов, мы убрали берег реки, чтобы чувствовать здесь себя хорошо. Просим унести мусор всегда за собой. Конечно, унесем. Сейчас 10 часов, почти 41 километр за 8 часов прошел. Так что буду укладываться. Спокойной ночи. Доброе утро. 7 часов. Будем вставать потихоньку. Ну что, пошли дальше. Вот знак показывает до Чудского 27 километров. Ну, сегодня точно до Чудского дойду. Дальше посмотрим. Какой ветерок сегодня. Тяжеловато сегодня идти. Встречный ветер, и я уже мечтаю об ужине. О гречке, мясом и майонезиком, и маслице еще положить, и все, и у меня аж слюни текут. Это вообще по красоте. Надо тоже свой домик на колесах. И с каяком по Европе. Вообще огонь. Несмотря на усиливающийся ветер, я уверенно шел вперед, даже не догадываясь, что спокойная часть моего маршрута остается позади. Заключительный островок Благоденствия ждал меня у переправы Кавасту. Кстати, на этой самой переправе работает единственный в Эстонии паром с ручным механизмом, которому более 100 лет, и с помощью которого паромщик переправит вас на другой берег. Тара, манатуки puhkan ja sõidan edasi. Jäätis, suurepärane. Võrtsjärvelt paar päeva tagasi alustasin. Ja siis lõpp on seal Piirissaarel, arvan. Et selline 3. päev ja täna ilm natuke tuuline. Кайфушки. Отдохнув, я отправился к своей цели – Чудскому озеру. Тому самому озеру, на котором в ледовом побоище князь Александр Невский разбил войско Ливонского ордена в 1242 году. Вот знак проплыл. До Чудского озера осталось 9 километров. Еле место нашел, более-менее спокойно. Вкусненькую шоколадку скушал. Волны пипец, ветер. Еще катерам носится. Это я хотел спокойствие называется, да? В общем, сейчас поворачиваю направо, иду там, смотрю, как обстановка. Даже не знаю, где ночевать,
потому что там, по всей видимости, тоже ветер на Чудском. Ветер и волны на Чудском – это еще полбеды. Я находился на территории заповедника Эмаи-Сурсо, а это фактически скопление болот в дельте реки Эмаиги. Соответственно, найти место, чтобы безопасно вылезти из каяка на берег, не говоря уже о ночлеге, было крайне проблематично. Но мысль о том, чтобы вернуться назад, я гнал прочь. Ведь кто ищет, тот всегда найдет. Вода высокая. Ага, вода высокая? Вообще-то здесь обычно летом вот здесь можно спокойно выходить на берег. Ага. А сейчас там волнительно, я так понял, да? Волна сейчас нормальная, думаю, да. Понятно. Но там, если что, земля есть. Ну, Да, там хутор стоит, да, ну тогда туда, наверное, пойду, потому что сейчас... Да, там на озере перевыйдет. Хорошо, спасибо большое. Хорошего вечера. Приключения продолжаются. Голодный и порядком уставший, я отправился дальше по реке Калли в поисках пристанища. У меня вариантов нету. Надо будет сойти и ставить палатку. Так, вот прямо по курсу как раз тот хутор, про который говорил мужчина. Посмотрим, кто там, что там. Подойдя поближе и лучше разглядев окрестности, я почувствовал себя героем фильма ужасов. Старые ржавые лодки, покосившиеся сараи и прочие славные атрибуты слэшеров из 80-х годов настраивали на лирический лад. Остановился я в какой-то заброшке. Ну, видно, что старые какие-то хутора и много ржавых лодок. Причал. Здесь палаточку поставил. Ужин готов. Надеюсь, я никого не потревожу своим присутствием. Вот такой вот котелок еды получается на ужин. Довольно большой. Но я за день так устаю. Голодный. Ознакомившись с прогнозом погоды, я размышлял, что мне делать дальше. И в итоге будильник поставил, лодку собрал. Завтракать не буду. В каяк сяду, там попью воды с вафельками и рвану сразу. Все, спокойной ночи. Будем надеяться, завтра все пройдет четко. 4 утра. Фух, отплываю. Прогноз погоды обещал спокойствие по утру в течение нескольких часов. Этой возможностью было решено воспользоваться, и пока мои ожидания оправдывались. Все, сворачиваю на Чудское. Осталось там, наверное, метров 200-300. Но я слышу там шум волн. Так что немножко волнуюсь, конечно. Мое волнение было более чем оправдано. Хоть прогноз и обещал штиль, на самом озере спокойствием даже не пахло. Подплывая к Чудскому озеру, я действительно слышал шум волн. Проплыв всего несколько метров за буйки, означающие начало озера, я понял, что не справлюсь. К сожалению, запечатлеть сам момент я не смог, но покажу, на что примерно это было похоже. Перед вами мой недавний выход в Таллинский залив, сопровождавшийся встречным ветром в 15 метров в секунду. В тот день я планировал начать многодневное путешествие из Таллина в Пярну. О том, как закончилась та история, я поведаю в одном из следующих видео. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А теперь вернемся к Чудскому озеру. Не, слишком волнительно. Не пойду. Кое-как развернувшись на коварных волнах, я решил пойти назад. Почему коварных? Потому что частота волн здесь выше морских. И даже у больших кораблей в непогоду на Чудском озере есть шанс попасть в беду. Чего уж говорить о каком-то маленьком каяке. Ну, до Чудского я дошел, так что миссия пройдена. Мы с женой договорились заранее. Если что-то пойдет не по плану, то она заберет меня раньше намеченного срока. Ждать улучшения погодных условий я не хотел, так что самое время было отправиться в точку эвакуации.
Ну что, друзья, мой поход по реке Эма-Яги подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Не, как-то это уныло. Давай по новой, Миша. Ну что, мое путешествие по реке Эма-Яги подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Впереди, как обычно, много интересного. Увидимся!